всю жизнь я бы здесь не прожила бы. Самокатная степень, ну вот в Москве здесь работает. Herkese selam. О, давай заточим. Да, такие. А то, что он... Где? Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Полина. Добро пожаловать в Анталию. Мы сегодня расскажем, как русскоязычные живут в этом прекрасном городе, как им тут живется и по ценам, и по ощущениям. Расскажем всю полезную информацию, которую мы накопили за месяцы просто жизни здесь. Вот. Расскажем свое отношение к некоторым вещам. И, в общем, просто, надеюсь, получится очень мило, здорово и антуражненько. Да. Расскажем еще про культуру, местные нюансы, цены и самые такие необычные вещи, с которыми можно столкнуться в Анталии. Да, в общем, запаситесь терпением и интересом, потому что будет, правда, очень здорово. Так что приятного просмотра. Начинаем мы с места, где решили встретиться и позавтракать сладким. Заказали 2 блюда, и сейчас мы вам про них расскажем. Vay, красиво. Künefe with putting a kaymak or with putting ice cream? Айскрим. Okay. Чай. 2 çay. Ya daha içmemişsiniz. У нас здесь есть специальная подушечка. О, кстати, Для я рук. обожаю все вот такое. Посмотрите, какие узоры, как антуражено. Я вообще обожаю. Вот просто это мой рай. Еще есть такая культура турецкая, что они едят таких дастарханов. Слышала? Да. Это типа вот полусидя, полулежа. То есть вот по сути на полу стелят ковер, такой низкий-низкий стол Да. ставят, и вы как бы типа вот так лежите, вот так вот как-то присидите в таком состоянии, кушаете. Позилотуса можешь Позилот, сидеть? да, конечно, да. Мне очень неудобно, но для них это удобно, они делают это всю жизнь. Да. Это такое ленивая трапеза. Окей. И, в общем, нам принесли наши прекрасные десерты. Ну, давай про свое. Да, у меня кёнифе. А твое как называется? Катмер. Катмер. Я думаю, что у нас похоже, по принципу. У тебя есть фисташки? Я, по-моему, вижу, что зелененькая, да. Фисташки, есть кстати, фисташки. я сроду не ела их в России уже, потому что, блин, не знаю, просто не ела. А здесь я их просто обожаю. Они здесь очень вкусные. Здесь они просто потому что растут, как авокадо, и поэтому это очень вкусно. Да, то есть они здесь не очень дорогие, и они везде, и очень много, знаете, шоколад с фисташками, рахат-лукум с фисташкой, вот десерт с фисташкой, куча всяких блюд, где есть фисташка, и, короче, это... Мне не терпится попробовать. Давай. У меня мороженое сверху. Это то самое тесто, о котором мы рассказывали. Уже такое очень-очень тонкая солома, как будто и прожаренная. Слушай, в такой конфигурации я ни разу кюнифе не ела. Да, и там еще и какой-то ценившийся сыр. Я покажу ближе. А точно, это самое главное, там же сыр. Вот почему он тянется. Это очень вкусно. Это напоминает прожаренные макароны с медом. Блин, да, это точно, хорошее описание. У меня Да, внутри сыр. что-то, это похоже, тесто похоже на самсу, или даже на конвертик, вот такие, знаете, есть выпечка. А внутри? Очень любопытно, что у тебя внутри. Да, внутри, ну, это по-любому фисташки, ну, скажем, по внешнему виду это просто описать, это просто тесто такое, ну, такое хрустящее. Супер тонкое тесто, многослойное. Да, я продолжила свою. И почему-то все время мое блюдо канифе, этот десерт приносится в железных тарелках. Вот, она просто железная. Я знаю почему. Почему? Потому что их жарят прямо не, то есть их готовят прямо в этих вот маленьких тарелочках на таком огне. То есть есть отдельный кюнефист в кафешке. То есть если нет кюнефиста, то кюнефе тоже нет. Вот. И они вот прям специальная такая, скажем, горелка. Они ставят туда эти кюнефе, как бы делают. Круто, я не знала. А это, короче, конвертик, вы знаете. Вот есть такие типа конвертик с творогом, вот сейчас такой. Вот это конвертик, но внутри очень вкусная Мне любопытно твоя фисташки. попробовать. Давай. Угостишь? А сверху еще грецкий орех. Сейчас я тебя украду. Я вообще, на самом деле, просто обожаю орехи. Это моя страсть. Я люблю все орехи. Он у тебя не берется. Возьми целый. Давай, на твой вкус. Я, кстати, первый раз пробую. Знаешь, мне кажется, это едят руками. Возможно, да. Как ощущение? Это очень вкусно, это вкуснее, чем у меня. Серьезно? Да. Ну все, мы нашли новый. Мы не сказали, сколько стоит? 50 лир. 50 лир это мой катмер, а твой кюнифе 40 лир. 40 лир, да. Ты можешь угощаться моим тоже. Ну давай. Я угощаю. Твои, как ты назвала?
жареные макароны с медом. Да. А, сыр, это же, не знаю, сыр это прекрасно. Я впервые вижу, что в сладостях был сыр. Да, кстати. А мне нравится именно сочетание в кюнефе. Почему мне кажется топ-десерт? Потому что там сочетание есть холодного, горячего, вот этого хрустящего и нежного. Вот это вот, мне вот это нравится. И я обожаю орехи. И мне у тебя очень вкусно, ты что? Мне нравится твое блюдо. Кушай. Тебе мое, мне твое. Это как блондинка хочет стать брюнеткой. Ну да, так всегда. Но, если честно, я не часто ем в турецких таких заведениях, потому что здесь очень много обычных таких, скажем, европенизированных мест. И обычно мы там здесь зависаем, конечно. Да, я тоже. Но это отдельное удовольствие пойти в турецкое, еще из-за сервиса. Блин, это просто шикарно. А мне на самом деле еще кайфово пить чай из этих вот штучек, потому что можно по-позерски вот так сидеть, смотри. Вот так, на Вот так, ладошечку. с мизинчиком. Да, вот так вот можно сесть и так вот. Да. Наконец-то официанты привыкли к тому, что мы снимаем здесь про них и про их кафешку, и перестали на нас смотреть. А если говорить о недостатках Турции, то турецкий сервис, они иногда могут забыть просто твое блюдо, которое ты заказал, и не принести его, или нести очень долго. Они могут включить в счет то, чего ты не заказывал, поэтому счет лучше проверять заранее. Или наоборот могут просто что-то не донести, и ты уже забыл даже сам. Но это есть в счете. Вот, поэтому счет здесь лучше смотреть. Они любят туда включать что-то лишнее. Особенно если вы в большой компании пришли. Они такие типа... Нет, если честно, мне кажется, они без бескорыстных целях это делают. Но иногда, мне кажется, они этим могут пользоваться. Но в принципе, я знаю, что так в России делают, так что... Да, они такие расслабленные, южные люди, которые никуда не торопятся, им иногда бывает лень, они могут забыть, они никогда не записывают заказ, могут забыть спокойно, такие, ой, забыл, извините, и вот, в общем, такое немножко безответственное бывает отношение к заказам, и почти в каждом заведении с таким можно столкнуться. Но со временем это вырабатывает терпеливость, и ты такой сам сидишь и ждешь, и все. Это точно про то, что вот месяц живешь в Турции, потом 2 живешь, и потихоньку расслабляешься. Вот, например, я жила до этого долгое время в Москве, и я очень привыкла ходить быстро. Вообще все делать быстро. Вот нельзя постоять, потупить. Как минимум тебя просто оттолкнут, еще как максимум могут накричать, что-нибудь сделать, или посмотрят тебя так как-то злобно. А здесь, знаете, вот расслабляешься как-то потихоньку, смотришь на всех. В принципе, знаете, темп такой жизни, он помедленнее в целом. Можно спокойно... с опозданиями, да, вот тема с опозданиями, здесь даже суперпунктуальные люди начинают опаздывать. Вот, потому что здесь, ничего страшного, опоздал, посидишь, попьешь чай лишний, выпьешь, ничего. Мы с тобой договорились встретиться сначала в 11, потом переговорили 12, потом мы встретились все-таки 12:30. Я хотела оправдаться этим, просто я словила турецкий вайб, поэтому опоздала 1,5 часа. Ты не опаздывала, ты предупреждала, но и к тому, что здесь нормально. Мы хоть предупредили друг друга и переносим просто время. Я вышла как раз вот за 10 минут до 12:30, я тут недалеко живу. Вот, и это нормально, потому что я думаю, что в Москве на 1,5 часа переносить встречу показалось бы такое, типа, что с тобой произошло, что у тебя случилось там, ты там в больницу попала или что? Да, то есть тут как бы нет такого супер распорядка. Я думаю, что ты просто просыпалась. Да? Я? Да. У меня еще занятие было. Да. Официант хочет принять участие в нашем блоге. Hello Turkey. Everything is okay. Süper. İngilizce konuşuyor. İngilizce konuşacağım, Türkçe konuşacağım. Her şey çok güzel. Tamam. Herkese selam. Teşekkürler. Все, они очень здесь приветливые, и они очень патриотичные, им нравится, что мы снимаем блог про Турцию. Они На это фоне поняли. турецкого. Да, так как мы тут сели.
И да, это круто. Ну да, здесь есть вот такое национальное, скажем, чувство, то есть вот мы турки. Но я как бы не знаю, сильно это хорошо или плохо. Есть такое прям национальное сознание, вот типа быть турком, какое наслаждение быть турком. И вот и, на самом деле, я не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае хорошо, что они сохраняют свою культуру. Мне вот нравится с точки зрения вот, глобализации, все так меняется, все становится очень унифицированным, похожим по всему миру. А приезжаешь в Турцию, такой уголок, такой антураж, такое вот это все интересное, замечательное, и как бы прикасаешься к той старине, к тем традициям, которые накопились уже за какое-то, правда, большое количество времени. И как бы так. Ну, Абсолютно согласна с тобой. Да. А, кстати, еще одна такая тема с Турцией. Но мне это не очень нравится. Тут такой жесткий есть, например, культ Ататюрка. Да? Про него ничего плохого нельзя говорить. Культ Ататюрка, культ флагов, флаги висят везде. Мы сейчас сидим просто в небольшом районном кафе, а здесь флаги на каждом шагу. Я уже вижу в своем поле зрения 2 флага минимум. Они могут флаги вывесить на балконах, в домах у них, в кафешках, в любых магазинах, заведениях, везде флаги, особенно флаги на яхтах, корабликах. 100%, Это просто да. 100%. Просто едешь, например, такой, просто на автобусе, не знаю, там эти дома, постройки обыкновенные, там многоэтажки, и смотришь из них флаг Турции. Думаешь, прикольно. Думаешь, я сначала подумала, может быть, какой-то национальный праздник. Да, Но я тоже нет. думала, что это вдруг какой-то день, потому что у нас в России обычно вывешивают флаги только по каким-то дням. Ну да, я знаю, например, вот у американцев тоже есть такой культ, они прям тоже любят свой флаг вывешивать, типа там на своем участке. Но я не была в Америке, честно говоря, пока что, поэтому знаю про Турцию, здесь такое есть. А с Ататюрком это прям вообще везде, вот это вот портрет в любом офисе, здании, если это турецкое, заходишь, обязательно будет портрет Ататюрка. Он, конечно, великий человек, но прямо-таки везде, это видишь, поэтому быстро Может, его... выпьем тогда за Ататюрка? О, давай за Ататюрка, За да. Ататюрка. А то, что он... Везде. Так, давай, Полина, рассказывай, как мы перемещаться будем. В Анталии очень клево перемещаться на самокате. Есть фирма Бин-Бин, а есть Марти. Я буду брать Бин-Бин. Это очень легко. Привязываешь турецкую обязательно карту. К Бин-Бин нажимаешь старт. Вот здесь есть QR-код. Сканируешь QR-код. Просит подождать немножко. Это означает, что он готов. И все, уже 3 лиры мы потратили на то, что его просто взяли. И сейчас поедем, наверное, 20-30 лир будет одна поездка. Класс, а я тогда буду, в общем, да, мы поедем на одном, потому что я не скачала приложение, и еще потому что я не водила. Вот. А я... Слушай, мне кажется, мы с тобой можем расшибиться чисто теоретически. Как мне тебя можно взять? Готова? Нет! Ну, в целом, самокатная система, я думаю, в Москве здесь работает. Если мы еще на всю улицу кричать, это вообще будет кайф. Я грохну сейчас остановись! Ну, в общем, Анталия — прекрасный город такой. И здесь очень много людей путешествуют на самокатах, потому что это очень удобно, почти везде есть самокаты. Просто берешь, доезжаешь, докуда тебе нравится, докуда тебе хочется. Единственное, конечно, в районах, например, где меньше русскоязычных, это все, что не на побережье, где я живу, там вообще мало самокатов, почти нет, поэтому я перемещаюсь там на общественном транспорте, либо на такси. А общественный транспорт — это вообще песня, потому что здесь почти все сами турки перемещаются на общественном транспорте, но бывает такое, что супер непунктуально приезжают, то есть там супер рассчитывать, что ты приедешь вовремя, не надо. Либо выезжай супер заранее, иначе ты опоздаешь. Потому что они могут приехать, могут не приехать, могут там опоздать, могут приехать на 5 минут, на 10 минут раньше. Это как бы здесь норма. Вот. Поэтому... Горы. Горы, класс. На самом деле, быстро привыкаешь к этому пейзажу, очень красиво, да, но все равно... Вот как я сейчас просто не заметила, что мы на такой красоте находимся. И Это просто шикарно. красиво, да? Да. Если вот вообще смотреть то, что вокруг тебя находится, можно просто удивляться каждый день, потому что вот тут горы, сейчас мы поедем, там будут морские прекрасные пейзажи, городские панорамы, в принципе, тоже очень интересные и красивые, особенно если это старый город. Вот, в старом городе там древние крепости, которые еще с Римской империи
империи, там вот эти известные ворота Адриана, там. Смотрите, сейчас 6 октября, и очень много людей на пляже отдыхают. Для людей просто не существует осени. Они бьют все стереотипы. Просто смотрите. И очень классно, что дует такой прохладный воздух, и, при этом солнце прям печет, но на нем можно лежать, загорать. Просто идеально. Октябрь — идеальный месяц для купания. Сейчас мы хотим пойти на пляж, отдохнуть, поваляться, попить коктейль. Это обычное дело для жителей Анталии, когда у них выходной. Пойдемте. Здесь очень много людей. Очень громкая музыка. Сейчас мы возьмем какую-то себе кровать в буквальном смысле. Мирова. We can order. Yes? Okay. Ой. Да. Да, это такой лежак. Если честно, я никогда такой не брала. Ты брала когда-нибудь такой? Да, и мы можем просто здесь даже уснуть, и вообще круто. Ну да, в общем, мы пришли, легли на такой прекрасный... Это вообще идеальное изобретение, да? Прям кровать прямо напротив моря. Мы сидим просто... Дует такой прекрасный ветер, что вот прям... Идиллия. Пахнет какой-то лухарь жизнью. Да, есть такое. Я и не собираюсь идти купаться сейчас, потому что, честно говоря, мне кажется прохладно. Но, я понимаю тех людей, которые купаются, потому что если бы я здесь не жила до этого еще 5 месяцев, то я бы первая была, кто пошел купаться. Но так как я уже накупалась летом, и я сейчас что-то не хочу особо простывать, и вообще, мне не хочется мерзнуть, быть мокрой. Поэтому мы просто решили полежать. Да, здесь очень красивые сильные волны. Я заметила, что осенью все-таки погода чуть-чуть портится. Летом никогда не бывает такого ветра прохладного, очень редко. И тут все чаще ветер, все чаще большие волны. И недавно пошел дождь. Точно, да. Очень необычно. Я сидела дома тогда. Да, здесь такая тема нормальная, что, например, 3-4 месяца в Анталии вообще просто нет дождя. То есть может спокойно не быть дождя 3 месяца, все лето, и это норма. Поэтому, когда идет дождь, мы такие все, как на пришествие Христа, просто дождь, и кайфуем. Да, для нас дождь — это что-то очень необычное, классное. Это когда есть возможность провести день по-другому. Ты можешь дома сидеть, сделать кофе горячий. А так солнце светит каждый день, практически круглый год. По Турции, кстати, солнечных дней очень много. 300 из 365 я посмотрела. 60 дней без солнца, представляете? Да. Коротко в Москве. Я помню, когда я первый год приехала в Москву, и я просто удивилась, я была в шоке. Там был месяц без солнца вообще. Там был ноябрь или декабрь. 3 минуты солнца было за весь месяц. Я такая... как вообще не впасть в депрессию, да? В Турции, когда дождик, такое тоже может появиться такая меланхолия, но в целом здесь сложно быть в плохом настроении, потому что здесь, такое солнце. Я немножко резко прям сменю тему. Давай. Тему по ценам. Мы сегодня были утром в турецком кафе, и там мы поели и позавтракали на 100 лир всего, где чай был бесплатный. Сейчас мы на набережной, и это совсем другого уровня цены. Чтобы вы знали, например, просто вот этот лежак стоит 500 лир, то есть в 5 раз дороже, чем наш завтрак. Я в шоке была, когда услышала, что мы должны заплатить 500 лир, такая... Что? А Полина еще перевела в рубли, я такая, все, просто не говори больше. Да, здесь лежаки стоят дорого, и мы заказали 2 коктейля, но коктейли, в принципе, не очень нормально, дорого стоят, то есть 120 лир мы заплатим за коктейли, 500 лир за этот лежак, он такой на весь очень... день он, конечно, но мы весь день не планируем лежать. Здесь даже можно уснуть, он очень удобный, действительно очень классный.
считая этой фоновой музыки клубного типа на фоне. Да, музыка дизлайк. Здесь музыка, дизлайк, и люди, бывает, думают, что мы здесь тоже любим так тусить, и подходят познакомиться. К нам подошли познакомиться дважды, и это не мужчины, один парень и одна девушка. Да, ну, короче, если честно, вот вопрос о знакомствах я много раз слышала, и у меня был стереотип жесткий про то, что там ко мне все будут приставать, там лезть, смотреть на меня. Вообще ноль. Вот за месяц, за сколько я здесь живу, с марта месяца, ни разу, реально, Серьезно? вообще нет. Но нет, сейчас с я тобой так не как бы, да. считаю, кстати. Я готова с тобой тут поспорить, потому что здесь очень часто очень много внимания от турецких мужчин, и меня даже один раз преследовали. Сталкерили, серьезно? Да, представляешь, у тебя такого не было? Я не верю, тебе ни разу не подходил. Ну, я, может быть, я не замечала, я когда сказала своему молодому человеку, Егору, такая, типа, Егор, вот я такого вообще не замечала, такого не было. Он говорит, Кать, вообще-то я замечала. Значит, ты просто не замечаешь, да, потому что здесь действительно надо слишком много внимания. В кафешках, ресторанах и по улице, когда ты идешь одна, если ты одна, к тебе... Про горы мы хотели пройти в Средиземном море. Турция находится на берегу Средиземного моря и, оказывается, Черного. Я это недавно узнала, когда мы путешествовали из Турции. Да. Знала это? Да. Конечно, со стороны Стамбула Босфор, он же как раз-таки граница между Черным и Средиземным, там Мраморное еще море. А еще здесь, оказывается, водятся акулы. Недавно был случай в новостях, что тут недалеко в Мармарисе приплыла акула на пляж, и люди местные прогнали ее шваброй. Есть видео. Офигеть, слушай, Полин, спасибо. Это очень интересная история. Я предлагаю тебе пофоткаться. Давай. Но пофоткаться нетрадиционным способом на реальный фотоаппарат и распечатаю фоточку, и будет на память. Как ты на это смотришь? Это так мило. Да, давай. Я вообще фанат всего такого, скажем, как это даже, ретро, классика. В общем, это пленка, сейчас будем заправлять. Я тоже такую теперь хочу штуку. Да. Так, нужно вот эту оторвать. Да, и он поехал. Это круто. Я вообще люблю, знаешь, возвращать в нашу жизнь что-то старое, проигрыватели, там, пластинки, винил или такие фотоаппараты. Согласна. Мне все из того, что ты перечислила, очень импонирует. Я хочу себе все это. Так, и теперь мы будем теперь он нам через какое-то время появится, да? Да. Ой, я начинаю что видеть. Да, я вижу наши улыбки. Стали? Как ты думаешь, ты бы поверила, если бы тебе сказали, что через год примерно ты будешь так лежать у моря и записывать свой любимый блог в таком виде, будто ты добилась успешного успеха? Точно, да. Лухарь жизнь. Ну, нет, конечно, я думала, что это в моей жизни будет непременно, но я не думала, что так скоро. Конечно, обстоятельства сделали, да, это ускорило немножко обстоятельства. Я думала, что я сейчас должна по-хорошему учиться в университете на последнем курсе. Я как бы чисто фактически, теоретически я учусь, но по большому счету я не сильно учусь, конечно. И вот так вот, что изменится моя жизнь, и что я смогу вот так жить, и знакомиться с людьми свободно, и у меня в октябре будет не, знаете, этот промерзший октябрь, вот этот вот, когда мы все прячемся и одеваемся в 5 шуб, а вот так, что я буду лежать, смотреть на море. Нет, я не могла подумать. А ты? Я очень не ожидала, что у меня будет такой стремительная жизнь. Очень много изменений, очень много событий здесь, друзей, знакомств. Очень стремительно и насыщенно. Вот чего я не ожидала. К слову, что я очень рада, что мы с тобой выбрались, чтобы снимать это видео, потому что даже на это не хватало времени. И вот чего я не ожидала, да, что у меня будет такая очень насыщенная жизнь. Вот. А так, в целом, все очень даже хорошо, классно, я всем довольна и испытываю благодарность. Давай. Не работает? Ну, пошли на другую. Нужно нажать кнопку на столбе, но мы нажимали, она что-то не работает, и сейчас будет лайфхак. Просто попросим на нишу. Давай.
Да. Красивый, он куда-то пошел. Вот просто можно нажать такую кнопку, они обычно на столбах. Просто нажимаешь, ждешь от 5 до 20 минут, они приезжают. Нет централизованного такого приложения. Иногда бывает так, что ты нажимаешь кнопку и ждешь 30-40 минут. Это, конечно, редко, но и такое случается, где-то что-то ломается и такси не приезжает. Но у меня был случай, что я действительно нажала кнопку, и такси приехало ровно через 2 минуты. Это был мой рекорд. У меня обычно в среднем 10 минут, вот так я жду, но прям чтобы 40 минут никогда. И 2 минуты тоже было. Но в целом, наверное, это неудобно. Ну, нет централизированного приложения, хотя бы, когда ты там по агрегату заказываешь, ты можешь видеть, где такси, ты не так сильно волнуешься. А тут ты стал, стоишь возле этой кнопки, как дурак, и думаешь, блин, а он вообще видел, что я вызвала его или нет? Ну, то есть, вот такое вот есть, но в целом это тоже, знаете, все пропитано турецким таким вайбом. Вот просто стой, никуда не торопись и жди, пожалуйста. Выпей чайку, прогуляйся, ну все нормально. Вот, это вот больше about. Это, я услышала английскую речь, она перестроилась. А это все больше о Турции, и вот надо привыкнуть. И это именно в Анталии, потому что в Стамбуле, например, нормально все. Merhaba. Migros 5M. Мы едем в торговый центр, хотим пошопиться. Очень много что нам нужно, и у нас даже расходятся взгляды, что мы будем первое брать. В общем, и есть какая-то ценность поехать сейчас в торговый центр, потому что очень много магазинов, которые в России закрыты, здесь открыты, и это, конечно, радует. В общем, сейчас ничего особо полезной информации не будет, просто покажу вам себя и большой алоэ по сравнению с собой. Смотрите, просто огромный алоэ в мой рост. Вот, еще кактус есть. А ты смотри, здесь на кактусе улитки растут. На нем тоже везде. Вот улитки. Но они тут кушают его. Их очень много на нем, да. Получается, улитки в каком-то смысле паразиты, которые едят алоэ. Знаете, чем привлекает шопинг в Турции? Одним пунктом — это ценами. Ну, разнообразие, конечно, большое, потому что здесь есть Zara, Bershka, H&M открытые, но еще цены. Вот сейчас мы зайдем в магазин Катон, там реально за 5000 рублей можно чуть ли не весь гардероб себе обновить, то есть несколько луков собрать за 5000 рублей, то есть за 600 рублей верхние топики, футболки и где-то за 1000-1500 рублей джинсы, шорты и все такое. Пойдемте посмотрим. Так, все, я в раздевалке, и из такого я по щелчку пальцев превращусь. Вот. Так, вот такой первый образ мой. И Полина девушка рэпера. Все, мы определили название ее стиля. А мне нравится, мне кофта так себе, а вот, по-моему, штаны прикольные, да? Да, и у тебя и твой лук стоит 500 лир. 500 лир. Это всего лишь в России, наверное, это бы стоило бы 4-5 тысяч Причем я, рублей. кстати, удивилась, что качество брюк хорошее. Оно прям такое плотное, вот прям здорово. Ну, не знаю. Да, вообще. Угу. Наверное, Мне не нравятся мои такие штаны, я их точно возьму. классно. Ну, еще с этим топом прикольно выглядит. Я не знаю, что это топ или что И это. она стоит 250 лир. 250 лир? Ну, где-то сколько? Очень красивая, 700 плотная рублей. ткань, Да, кстати, я думала, будет плохое качество, а качество хорошее. Так. Ну, мне не очень сильно нравится, скажем. Ну, брюки прикольно. Ну, еще один лук за 550 лир. Ну да, можно так вот выйти один раз и А мой положить. сколько стоит? Ну, Кстати, давай точно. Сейчас. Топ стоит 169, а штаны? штаны не знаю. Так, новый образ. Тоже за 600 мне этот лир. Да, это у тебя стоит топ 300 лир, кстати. Да, топ. Это топ дорогой прям. Да. Но 300 на 4 это 1200 рублей всего лишь. Ну да, я просто уже привыкла в лирах считать, и для меня, я такая смотрю, не знаю. В общем, мне хочется себе купить какие-нибудь вансы. Яркие. Я, по-моему, в мужском отделе стою. В Турции очень прикольно то, что ты никогда ничего не понимаешь. Где ты и что ты? Стоит 1300, 1400. А это оригинальные сумки? Да, конечно. Ну, стоковые, но у меня вот такая есть, типа... По-моему, я видела ее уже. Да, я все время с ней хожу. Вот сумочка Здесь Валентино. 2249 лиросов. По-моему, это недорого относительно российских цен.
Прикольно. А что у нас еще есть? Armani Exchange. Тоже 2500. Блин, простите за мою руку, я просто Нарс эти... Ну, в общем, вы поняли, я была в Сефаре. Это милая сумочка, по-моему, да? Она такая не попсовая. И сколько она стоит, интересно? Ну, вот такая большая, точно 1790. А, значит, она вообще недорого стоить должна. Я вам покажу то, что мне нравится по ценам, но это вроде как такие неизвестные бренды. Но, по крайней мере, я не знаю, что за бренд. Посмотрите, вот типа такая супер самая кожаная сумка. Посмотрите, она, ну, просто очень хорошо сделана. Ну, вот, ну, офигенная. Ну, не знаю, она в брендах, но такой бренд, если честно, я не знаю. Сейчас посмотрим, что это такое. И стоит она 800 лир. Фабрика, Селин какой-то. Вот. Да, большая сумка Gap. Вот такая. Стоит 1200 лир. А Tommy Hilfiger. Давайте-ка возьму какую-нибудь... Ну, давайте вот такую милую сумочку. Из новой, наверное, этой коллекции. Да, она мне нравится. Я ее приглянула. О, Левис, да? Давай, что? Выбор жены рэпера. Что вы предпочитаете сегодня? Обычная кофта Левис. Давайте-ка. Некадар. 400 лир. Ну, обычное хорошее левисовское качество. Классно. Мне жарко, надо все смотреть. Вот такая курточка. Calvin Klein. 3700. Ну вот, Calvin Klein. 249. Зимняя унылая Зара. Горошек, пожалуйста. Горошек. О, и это шелк, да? Классно. А, Price, Fiat. Вот так вот. Это за вот такой пиджачок. Ну, Это был очень классный день, который мы провели вместе. И надеюсь, вам было интересно, и вы много узнали про Турцию. Эта страна действительно очень классная для жизни, для того, чтобы познавать чужую культуру, другую культуру. Вот. И надеюсь, вам было действительно очень интересно. да, оставляйте комментарии и вообще спрашивайте, что вам интересно, мы обязательно ответим. И до встречи в следующих видео. Пока! Пока. Там меня, да. Класс? Лучше